Всем привет! Это первая часть по созданию шутера от первого лица. Давайте приступим. Создадим новый проект. Создадим проект от третьего лица. Без стартового контента. Название, как вам удобнее. Давайте добавим в наш проект ассет с анимациями. И также добавим оружие. Отлично, ассеты добавились. Давайте немножко организуем пространство в наших папочках. Создадим папочку Anim, где будут храниться наши анимации. Папочку Assets, где будут храниться все наши ассеты, звуки, эффекты и все такое. Папочку Blueprints, где, в принципе, вся наша логика будет храниться. Также папочку Maps для наших карт. И папочку UMG, где будут храниться наши виджеты. И все туда перенесем. Также давайте папочке Blueprints назначим синий цвет, чтобы удобнее было ее искать в левом списке. Он включается вот таким способом. Давайте перенесем еще папочку Anim Starter Pack в Anim, нашу папочку созданную. Перейдем в папочку с анимациями. Удалим отсюда Anim Blueprint, который уже есть. Blueprint с чарактером, карту и манекена. Все наши анимации стали черными, не переживаем, они просто потеряли скелетик. Давайте им его назначим. Выберем все анимации через Shift, правой кнопкой мыши. И выберем Retarget скелетон. Пролистаем самый низ и выберем нашего UE4 манекен скелетон. Retarget. Все наши анимации снова стали работать. Сохранимся. Также давайте переключим режим Play на New Edit Window. Все супер, как видите, анимации у нас работают. Теперь перейдем в наш Blueprint. Переназовем нашего чарактера на Player чарактера. И GameMod переназовем на BP GameMod. Отлично. Теперь перейдем в нашего чарактера. Да, давайте его название также сделаем приставку BP. Из нашего чарактера перейдем в его Anim Blueprint. И здесь удаляем все ненужное. Также вместо валида вызовем каст на нашего чарактера. Каст BP Player чарактер. Подключим все обратно. Да, все работает. Немножко скомпонуем это. Перейдем в Anim Graph. Удалим пока что прыжок, в будущем мы его переделаем. Idle переименуем просто Idle. Открываем. И здесь тоже все удалим. И вызовем две анимации. Idle
Rifle Hip и Idle Rifle Iron Sight. Также вызовем здесь смешивание по булевой переменной Blended Poses by Bool. Значит, в true поставим Iron Sight, а false нет, в true поставим Rifle, а false Iron Sight. Как мы видим, у нас поменялась анимация. Создадим булевую переменную, назовем ее aiming. Перейдем обратно в endgraph. Сделаем референс нашим чарактерам. И подключим. Вернемся в нашего чарактера. Дадим здесь переменную тоже aiming. В anim blueprint добавим variable charRef. Из нее вызовем через get aiming. Также выставим переменную aiming. Давайте, чтобы не путаться, назовем ее is aiming. И вставим. Все отлично. Anim Blueprint у нас настроен на данный момент. Его мы закрываем. Переходим в Player Chart. Уберем здесь все ненужное. Отлично. Добавим в Mesh камеру. Назовем ее F-камера. Follow камеру переназовем на T-камера. Камеру третьего лица мы оставим, чтобы использовать для дебага. Давайте вызовем буковку. Давайте B. Keyboard. Отлично. Вытащим две наши камеры. Получается, на нажатие мы будем деактивировать камеру от первого лица. Deactivate. И активировать камеру третьего лица. Activate. Добавим flip-flop. Чтобы не создавать лишних булевых перемен для бранча. И также третью камеру третьего лица отключим. Зайдем в нее и Auto Activate отключим. Также давайте перейдем в нашего скелета. Выберем голову и добавим в ней сокет. Сокет назовем SKT Head. Также выберем нашу правую руку и добавим тоже в нее сокет с названием SKT Gun 1. Супер. Также в этот сокет добавим Preview Asset. Использовать я буду автомат Калашникова. Давайте выставим его под нашего манекена. Включим Preview Animation, Aim Space Hip. Поставим на паузу, выставим первый кадр и подровняем наш автомат. Да, давайте так и оставим, мне нравится. Берем нашего чарактера и камеру от первого лица. Назначим ей сокет головы. Давайте отключим у нашего меша анимацию, чтобы нам было удобно выставить камеру.
Отлично. Также в камере включим View Spawn Control Rotation. И в Player Character вернем галочку Rotation Yeah. Чтобы персонаж поворачивался вместе с нашей камерой. Я вижу проблему. У меня изначальный персонаж стоит в позе Ironside. Давайте вернемся в наш Blueprint и посмотрим, где я ошибся. Да, я все-таки ошибся. Изначально у нас должна быть... Нет, я не ошибся. Нет, я все-таки ошибся, да. То есть true, false у нас должна быть Ironside, а false hip. Все, да? Теперь все правильно. Да, теперь оружие у нас у пояса. Теперь давайте добавим оружие. Перейдем в папочку Blueprints. Создаем здесь папочку Weapon. И здесь создадим Blueprint Actor. Названием Pen Weapon Base. И сразу же сделаем его Child. Child будет называться просто Key. Key давайте 47, 74, неважно. Перейдем в Weapon Base. Добавим здесь Skeletal Mesh. Назовем его Weapon Mesh. Если у вас оружие не Skeletal Mesh, то вместо Skeletal Mesh используем Static Mesh. В моем случае мы будем анимировать оружие, поэтому оно имеет скелет. Заменим Default Skin Root нашим Weapon Mesh и повесим на него камеру. Камеру назовем Weapon камера, допустим. И также на Weapon Mesh повесим еще Static Mesh. Назовем его модуль, допустим, это для прицела. Отлично. Теперь перейдем в BP Weapon AK. И здесь в Weapon Mesh выставим наш автомат Калашникова. Вот, отлично. Немножко подровняем камеру. Уменьшим ей размер. Переключим сеточку на 1, чтобы удобнее было. И камеру помедленнее сделаем. Для тестов пусть примерно где-то вот так у нас будет. Так, закроем все ненужное. Перейдем в нашего чарактера. Создадим функцию Snap Weapon. И в ней вызовем Spawn Actor. From class. В Spawn Actor вызовем, точнее выберем наш автомат Калашникова. Также вытащим Mesh. И из Mesh вызовем Bond Transform. Точнее Get Socket Transform. Укажем здесь name socket SKT Gun, который мы ранее создавали. И Transform Space переключим на Parent Bond Space. Подключаем. Далее делаем Promote Variable, чтобы создать референс нашего оружия. Назовем Current Weapon. И вызовем здесь Attach to Component. В Parent подключим наш Mesh. И из нашего меша вот здесь, или давайте здесь, вызовем Socket Name. Get Socket Bond Name. И также сюда впишем SKT Gun. Отлично, и подключим этот Socket Name. На Begin Play повесим нашу функцию, чтобы при старте игры спавнилось оружие. Давайте проверим.
Да, вот оружие у нас в руке. Теперь давайте зайдем в инпуты. Это в Project Settings. И я оставлю в описании мои настройки для всех этих клавиш. Пока что сделаю их импорт. Все отлично. Вызову здесь aiming. Давайте. Так, да, перекомпилирую проект. Он у меня потерял некоторые клавиши, потому что они мне называются по-другому. Lookup. Отлично. Теперь вызовем имя. Почему-то имя есть, но его нет. Давайте теперь сохраним проект. Почему-то он у меня не отображается. Давайте просто поменяем здесь буковку. Aiming. Теперь он должен появиться. Да, он появился. Удалим. Удалим здесь и снова его вызовем. Aiming. Все классно. Немножечко повыше это сделаем. Получается, делаем access value у нас не равен, получается, 0. Вызовем branch. И далее будем вызывать getPlayerController. Из него вызовем функцию setViewBlend. setViewTargetWithBlend. Нам нужно 2 штучки. Одна у нас будет на true, одна на false. Blend time выставим на 0.1, чтобы немножечко поплавнее у нас было. Получается, на false у нас будет переключение на оружие. Берем наш current weapon и просто подключаем его сюда. В этот мы подключим self, то есть самих нас. Self. Давайте проверим, не ошибся ли я где-то. Да, ошибся. Просто переключим вот так вот. Все отлично. Также, когда мы прицеливаемся, мы должны переключать aiming на true. Когда мы выходим из прицела, на false. Да, все. Отлично. Также давайте проверим наше третье лицо. Да, оно в принципе работает. Работает, правда, почему-то в одну сторону. Давайте проверим, почему. Получается, при первом нажатии мы отключаем нашу камеру, включаем эту камеру. Да, я ошибся. Давайте сделаем брик и брик. Получается, эту камеру мы переключаем, эту включаем. Здесь мы включаем эту и отключаем вот эту. Все, супер. Все, да, все работает. Ее мы будем использовать чисто для дебага. Все. На этом первая часть подошла к концу. До следующих частей.